Приветствую вас, дорогие автолюбители! Сегодня расскажу об еще одном продукте компании Gensan. Это однодиновая магнитола с самым маленьким экраном. Данный экран считается вообще 8-дюймовым, но только из-за того, что он широкий. Но на самом деле он небольшой, и куда он подойдет. Обратите внимание, задняя плата, вот здесь вот сохранена полностью крепеж. Ее размещен. То есть это та же плата, которая установлена на магнитолах предыдущих. Сейчас покажу вам. Вот в разобранном виде магнитола. Здесь вот лежит такая плата. Единственное, что здесь используется немножко другая версия. Вот как на этой магнитоле. Вот она здесь. Вот так это выглядит. Если смотреть с двух сторон. Вот эта вот плата, которая здесь, такая она, размещена исключительно в этом месте полностью. Единственное, что GPS вынесен сюда с помощью удлинителя. Используется провод, припаивается на плату, и GPS выносится антенна сюда. То есть вот такое вот решение. Внизу остается ряд, который сохранился. Данная приспособа покупается, и покупается специальный дисплей. Это полноценная Android магнитола для 1.1. Где ее используют? Ну, автомобили старые. Это могут быть автомобили Жигули, ВАЗы. Это также может быть Renault Scenic старый. Это еще может быть автомобили такие, как, например, автомобиль Lanos и тому подобное, что производится, например, в Узбекистане. Кстати, привет Узбекистану. Много подписчиков оттуда. Мы переместились в помещение другое. Я хочу здесь вам показать, что на этой магнитоле можно делать и чем она отличается от предыдущих. На самом деле Android здесь такой же, просто адаптирован под меньший дисплей, и соответственно из-за этого некоторые нюансы есть. Давайте посмотрим, какие. Итак, запускается магнитола, используется вот такое меню. Специально горизонтальное, потому что сразу не помещается, чтобы прямые ярлыки были. Если вы помните, предыдущие версии первых магнитол напольных, которые ставились на торпедо, у Gensun были именно с таким меню. Дальше можно зайти с помощью кнопочки сбоку, получить все те программы, которые были у вас и ранее. То есть абсолютно все то же самое, что вы использовали когда-то, можно использовать на этой магнитоле. Так, сделаю немного темнее и отфокусируемся. Так, чтобы дальше продолжить. Что есть у нас по меню? Как видите, в данной магнитоле нету боковых кнопок подсветки, используется вот такой вот ярлычок, который позволяет нам бегать, переходить. Также вы можете использовать основное быстрое меню, которое передвигается по экрану, куда вам нужно. Кстати, его можно отключить, и ничего в этом сложного нет, находится в основных настройках. Иногда люди не понимают, как это сделать. На самом деле ничего сложного. Можете разместить по центру. Тоже достаточно понятно и просто. Давайте посмотрим. По радио. Радио другое, классическое. С помощью стандартного поиска предварительно нужно выставить, естественно, регион, которым вы пользуетесь, а сохранять после поиска каждую станцию нужно просто зажиманием, перетягиванием в объект вот сюда, и вы после этого все сохранили. Дальше есть у нас видео, и здесь будет тестовое видео, которое можно запустить на полный экран, полностью или наполовинку. Используется плеер, и также можно растянуть с помощью двух пальцев и смотреть на экран. Есть, понятно, что соединение с интернетом, телефон, программа телефон, которая называется «Свободные руки». Но для этого нужно сконнектиться, и используется также еще с помощью USB кабеля, но требует приложения. Это AC Connect. Что касается телефона, стандартный Bluetooth с поиском, устанавливаете PIN. Также можно искать музыку. Если вы, конечно, подключены, то это становится активным. Можете прослушать музыку через Bluetooth. Поддерживает в том числе и фоны, начиная с 10.
управление AUX, которое, кстати, может работать только тогда, когда подключена камера. То есть вы можете включать переднюю камеру и просматривать, либо заднюю. Понятно, что данная система также позволяет подключить вам камеру заднего вида и подключить переднюю, бокового. Ничего нового здесь нет. Ну, стандартный плеер, который используется, вы можете, кстати, его заменить с Play Market. Из настроек. Настройка яркости экрана. Поставим на минимум. Есть режим авто, есть режим день, есть режим ночь. Его можно настраивать. Дальше по сети используется Wi-Fi. Версия 4G для такой магнитолы не используется. Наперед скажу, здесь стоит процессор Elwinner. И данный процессор только с единичкой 1 плюс 16. Почему не делают больше? Ну, 2 еще делают, 2 плюс 32. Больше не делают, потому что это уже эконом-бюджетная версия. Магнитолы рассчитана на автомобиль старый, который уже недорогой. Естественно, не нужна дорогая магнитола. Она стоит, ну, более чем, ну, почти в 2 раза дешевле эта магнитола, чем стандартная 1 плюс 16. Так, сеть понятно, режим полета. Описывает, на что способны устройство. Есть 6-пиновый порт USB. И обратите внимание, многие не знают, что в многих магнитолах, когда заходишь в это меню, USB нужно подключать. То есть, если у вас вы подключаете USB кабель, вставляете флешку, ничего не работает, зайдите в это меню, если у вас подобное меню есть. И вот здесь измените, выберите, какой USB использовать для флешки. USB 1 или USB 2. Также это можно сделать через инженерное меню. И недавно один из подписчиков писал, что у него кабеля не видит флешек. Я думаю, что именно из-за этой причины. Проверьте, пожалуйста, либо кабеля, либо проверьте, извините, кабеля, проверьте кабель. Проверьте кабель, либо проверьте, подключен ли у вас для USB именно этот кабель. Почему сделано раздельно? Один используется исключительно для USB, а второй для зарядки. Так, текущая программа навигации. В данном случае есть тут iGo. Я установил на Vitel. Можем выбрать и будет работать на Vitel. Кстати, покажу, как он открывается на таком экранчике. Так, текущая программа навигации тоже поставим на Vitel. Пусть будет. Настройка микширования звука. Это смешивание звука при разных случаях там навигации громче, тише, фон. Это уже как кому нравится. Голос. Здесь можно командовать в этом устройстве. То есть здесь плавающая иконка, голос пробуждения, быстрая настройка пробуждения, ну что типа голосовых команд. Причем даже есть скорость речи. Вы можете еще использовать голосовой помощник. Ну, тут нужен и чат. Это что-то типа голосового помощника. Нужно просто установить команду, установить иконку, поставить, как это будет работать. И, в принципе, вам все заработает. Такое необычное. Задний ход. Задний ход помогает управлять. Кстати, тоже подписчик спрашивал насчет отображения зеркального. Вот обычно в настройках можно включить зеркальное отображение, либо нет. Траекторию движения включать-выключать. Камера, качество камеры. Обратите внимание, магнитола поддерживает HD, но только 720p. И ну, написано даже поддерживает 1080p HD. Не уверен в этом, нужно пробовать. Ну, CVBS поддерживает по-любому. Есть такая функция режим сна, которая нравится многим. Данный аппарат будет все время уходить в режим ожидания и не выключаться полностью до загрузки, если вы поставите через 2 часа, через день, через 3 дня. Либо вообще никогда не будет выключаться. Но при этом может быть, соответственно, произойти, если произойдет столкновение, у вас аккумулятор может разрядиться. Что касается спящего режима, режим полета, дистанционная фотосъемка, столкновение тревоги, поддерживает видеорегистратор. Если подключить переднюю камеру через AVI, можно записывать непосредственно устройство. Заводские, вернемся к ним еще. Если зайти больше, это у нас стандартное устройство на андроиде. Соответственно, здесь есть у нас сети и возможность раздачи точки. Немножко непонятно, зачем точка раздачи, если здесь только Wi-Fi. Она здесь не двойная. Но, видимо, меню андроида так спроектировано. Либо не удивлюсь, если внутри есть возможность установки сим-карты. Возможно, можно подключить модем. USB модем. И тогда можно пользоваться
и раздавать. Так, из Car Setting у нас есть настройка руля. Стандартная настройка заднего хода, Нави. Сколько спать, сколько не спать. Ну, в принципе, это дубляж того, что и там. Есть экстра сеттинг. Экстра сеттинг обычно имеет пароль либо 4 восьмерки в таких магнитолах. Попробуем. Ну, имеет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще пароль. Здесь вы можете выбрать регион радио, где стоит Европа. Вы можете здесь выбрать реверс, настроечки, двери открывать, если будет подтянет встроенный канбас. Ну, кстати, можно подключить сюда и канбас в данной магнитоле. Если у вас, например, Volkswagen, просто нужно купить канбас компании Rise. Выбрать лого, но пока из лого только одно лого. Я думаю, что изменить пока нельзя. И поставить свое лого будет не так просто без изменения прошивки. Давайте посмотрим по системе, что здесь стоит. И здесь у нас стоит версия Android 10. Процессор четырехъядерный, какой-то 8141. Что это такое, не знаю. Но, возможно, именно его используют. Присутствует email, как видите. Значит, есть вероятность, что здесь используется сим-карта. Так, но нет, это не факт. Ну и перейдем к заводским настройкам. Основные заводские я уже заходил. Давайте попробуем через пароль от 1 до 6. Вот здесь зашло. Появилась кнопочка настройки панельки. Но панельки как таковой нету. Понятно. Снова то же самое. Brake Setting. Это у нас будет сообщать, когда вы открываете тормоз. Ручник ставите, оно будет вам говорить, что вы на ручнике. Но опять же, это работает только с коншиной, либо если магнитола увидит ваши мозги вашей машины. Для этого нужно выбирать ваш автомобиль. Кстати, здесь оно должно быть, сейчас увидим. Здесь также есть настройка USB для ускорения. И можно включить оба USB, насколько я помню. Можно обновить кнопки, обновить АПК. Да, кстати, это меню лучше не трогайте, если вы не знаете, о чем оно идет. Вот есть AMP Volume. Функция AMP Volume позволяет, если вы подключаете с помощью RCA кабеля, и если вы делаете так, что вы используете адаптер звуковой системы, либо вы подключаете на усилок, это Bose, это, например, система, то нужно увеличить силу этого AMP, добавить либо уменьшить децибелы, для того, чтобы звук не орал. Но в данном случае только можно уменьшить. Что такое Seat Choice? Видимо, надо разбираться, не знаю честно. Touch Area Key, Touch Key, Model Choice. Вот здесь вы можете выбрать CAN протокол под свой автомобиль. Кстати, я думаю, здесь можно выбрать и логотип, если обновить вот эту программку. Уверен в этом. Поэтому с помощью этого лого можно выставить. Давайте попробуем. Выберем, например, Rise. Выберем Volkswagen. Выберем Passat. Выберем Public и выберем лого. Нет лога, но его не будет, я не подключил к Wi-Fi. На самом деле вы подключите к Wi-Fi, программа это обновится и у вас лого сами подтянутся. То есть вы можете выставить логотип с помощью использования канбаса. Если же вы, например, не используете канбас, ничего страшного, вы просто вытащите логотип, установите CAN, а логотип уже останется, он сохранится и тогда можно будет использовать. Он просто обновится. Вот здесь есть такой Export All Setting. Как раз здесь выбирают Select портов, какие порты будут использоваться в USB для передачи данных. Вот в данном случае можно это сделать, если вдруг у вас не работает порт. Ну, пожалуй, все об этой магнитоле. Скажу, это вот такой вот вариант для недорогих автомобилей. Сделать его современным, при этом ничего резать не нужно, просто подключить, подсоединить. Кстати, комплектуется он обычно обрезанным кабелем 16 пин. И с помощью схемы можно соединиться и подключиться
либо заказать отдельно себе СО кабель, либо под ваш автомобиль. Это не так дорого. И вы получаете магнитолу, которая станет в один разъем, будет прекрасно работать и держаться. Как скажете, это ведь же неплохой вариант, согласитесь, для решения таких автомобилей. И даже в вашем стареньком автомобиле, который остался вам от отца, можно поставить приличную Android магнитолу, которая не будет сильно выделяться и сохранит его ретро-стиль. Кое-кто любит ретро-стиль, и это должно быть. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал. И я надеюсь, я помогаю вам, а вы помогаете мне понять, что конкретно вам нужно. Уже собралось очень много вопросов, и я сделаю прямой эфир. Никак не могу собраться для того, чтобы ответить на эти вопросы. Спасибо большое за просмотр. До свидания.